Идея усовершенствования человека сулит огромные перспективы, но для ее реализации потребуется отсеять всех, кто дискредитирует эту область. Брайан Джонсон хочет жить вечно. Американский бизнесмен принимает по сотне таблеток в день, никогда не ест после 11 утра и одержимо отслеживает десятки биомаркеров своего организма. Его цель, как он заявляет всем и каждому, не просто продлить жизнь на несколько лет. Он намерен полностью победить смерть. Эксцентрично. Несомненно. Мистер Джонсон не один такой. Он часть растущего движения, которое рассматривает человеческое тело всего лишь как аппаратное обеспечение, которое можно взломать, оптимизировать и модернизировать. Бизнесмен и его последователи исследуют методы продления жизни, разрабатывают имплантаты для мозга и препараты, усиливающие умственные и физические способности. Легко можно было бы с отвращением отбросить это направление, учитывая обилие в нем чудаков и вызывающие тревогу отголоски евгенического движения начала XX века. Однако было бы ошибкой отметать все формы улучшения человека. Идея о том, что медицина должна стремиться не только к восстановлению здоровья, но и к усилению возможностей тела, заслуживает внимания. Ключ к максимальной пользе и минимальным рискам — изгнать шарлатанов и интегрировать этот стремительно развивающийся проект в научный мейнстрим. Желающий стать сверхчеловеком имеет широкий выбор техник. Некоторые из них уже можно найти в аптечке, например, метформин, препарат, который десятилетиями назначают диабетикам. По крайней мере, у мышей он, похоже, продлевает жизнь. Эти результаты не подтверждены у людей, но стремящиеся к долголетию принимают его все равно. Риталин, назначаемый при синдроме дефицита внимания и гиперактивности, и тестостерон, главный мужской половой гормон и мощный анаболический стероид, считаются ноотропами, то есть препаратами, улучшающими когнитивные функции, и жизненно важен для клеточного метаболизма. Его считают не только ноотропом, но и веществом с предполагаемыми антивозрастными свойствами. Еще более радикальным выбором является интерфейс, так называемый мозг-компьютер, устройство, передающее сигналы напрямую между биологическим мозгом и кремниевыми чипами. Некоторые из них можно носить снаружи, но другие имплантируются непосредственно в мозг. Несколько пациентов с инвалидностью уже использовали такие устройства, чтобы управлять компьютерами с впечатляющей точностью. Но это лишь демонстрация концепции была создана потому, что, по мнению ученых, только мозг, способный к симбиозу с искусственным интеллектом, может сохранить актуальность в мире разумных машин. Похоже, немало людей хотят испытать эти идеи. Люди всегда стремились усилить свои способности от массового образования до наручных часов. Если идея приема препаратов для улучшения работы мозга кажется экзотической или маловероятной, стоит вспомнить, что ежегодно в мире производится около 10 миллионов тонн кофе. И не только потому, что людям нравится его вкус. Рынок биодобавок уже реализует препаратов на миллиарды в год, несмотря на то, что доказательств их эффективности крайне мало. Проект по улучшению человека сталкивается с двумя взаимосвязанными проблемами. Первая — это поразительная смесь передовой науки и старомодного шарлатанства. Некоторые идеи действительно многообещающие, другие — честные авантюры, а многие просто рассчитаны на то, чтобы выманить деньги у доверчивых клиентов. Вторая проблема — дурная репутация, которую создает это шарлатанство — отпугивает крупные инвестиции, способные ускорить развитие отрасли и сделать ее более безопасной. Эта индустрия одновременно опасна и испытывает нехватку средств. Чтобы исправить ситуацию, правительства должны создать условия, в которых проведение строгих клинических испытаний станет проще. Для этого потребуется переосмыслить саму цель медицинского регулирования. На протяжении десятилетий регуляторы сосредотачивались на лечении больных, на возвращении их к базовому уровню здоровья. Попытки улучшить состояние уже здоровых людей или бороться с естественными процессами, напротив, игнорировались. Старение, например, обычно не классифицируется как болезнь, что затрудняет проведение испытаний, направленных на его лечение.
Но ситуация начинает меняться. Регуляторы недавно одобрили испытание метформина как средство против старения. Однако реформы должны идти дальше и быстрее. Более четкие правила помогли бы пациентам отличать ценное от пустого. Они были бы выгодны и честным исследователям, ведь официальное одобрение может стоить больших денег. А потенциальная польза огромна. Большинство людей любят жить и не любят стареть. Препарат, способный замедлить старение всех жителей богатых стран настолько, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни на 1 год, по оценке одного исследования, принес бы выгоду на сотни триллионов. Размышления о совершенствовании человека уже сейчас помогут правительствам подготовиться к возможным негативным последствиям. Технологии вроде интерфейсов мозг-компьютер теоретически добровольны. Но если они окажутся хотя бы наполовину столь эффективными, как надеются их разработчики, отказавшиеся от них окажутся в серьезном невыгодном положении. Как и большинство технологий, от автомобилей до антибиотиков, сначала доступ к ним получат богатые. Каково будет жить в обществе, где состоятельные люди не только богаче, но и значительно сильнее, умнее и дольше живут? Серьезное улучшение человека звучит как научная фантастика, но нет причин считать его невозможным. Если и когда появятся реальные прорывы, мир может измениться очень быстро. Вспомните препараты для похудения. Они разрабатывались годами, а спрос на них взлетел буквально за ночь. Лучше, чтобы правительства установили правила уже сейчас, чем оказались застигнутыми врасплох, если Джонсон и его коллеги-биохакеры добьются крупного успеха.